Всем привет! С вами Кисель. Решил сделать обзор на 5 ключевых классов кораблей в Star Citizen и те геймплейные активности, которые с их помощью играются. И как эти корабли играются с точки зрения соло или командного игрока. Этот обзор будет показывать широкую картину, так что я не буду вам тараторить буквально о каждом корабле, потому что в Star Citizen их столько, что черт ногу сломит в их разновидностях. Я скомпоновал их в основные 5 классов и выделю вам в них несколько характерных представителей, чтобы вы представили себе, сколько у нас в игре геймплея и на чем этот самый геймплей играть. Так что несите покушать, и мы начнем. И напоминаю, что каждый ваш лайк и комментарий продвигает данное видео. Спасибо вам. Боевые корабли. Вариативность пепеладцев, на которых можно вести боевую деятельность, невообразимо велико. Давайте пойдем от мала до велика. К примеру, Л-21 «Волк». Корабль дизайном прямиком из «Звездных войн», угнанный у самой королевы Амидалы. Маленький размер, приятная маневренность и 2 встроенные пушки 4-го размера заставят взволноваться многие корабли, а это лишь мелочь. Hornet F-7C чуть побольше, но несет на себе знатно больше вооружения. 2 четверки, 2 двойки и 2 тройки. Не такой маневренный, но более живучий, а количество его модификаций просто огромно. Добротные рабочие машины под соло-боевку, но рассчитывать на уничтожение больших кораблей на них не стоит. Линейка истребителей Vanguard представляет из себя боевой корабль, в котором уже было бы неплохо иметь напарника, который будет сидеть в турели сверху и отстреливать по противнику, но при этом у пилота под управлением 4 вторых пушки и 1 пятая. И этот корабль имеет какие-никакие интерьеры. Проблема одна – плохая маневренность, тем более на планетах с атмосферой. Предыдущие варианты его перекрутят, но этот корабль скорее для уничтожения противника побольше, чем он сам. И у него есть несколько модификаций, даже десантная имеется. Гвардиан Адмирай – что-то космическое. Обитаемая палуба, обставленная клешнями с оружием по бокам. А оружие тут в зависимости от модификаций либо 4 четверки, либо 2 пятерки. Внушительная огневая мощь при небольших размерах, которая может очень сильно насолить противникам, и в отличие от предыдущего изделия, тут вы один, что плюс. Поднимаем ставки. Переходим к Хаммерхеду. Буквально молотоголовый. Большой боевой корабль, который в одиночку вы не сможете реализовать никак, кроме обычного полета, потому что это турельный монстр. Тут установлено 6 турельных установок. То есть, чтобы полностью его реализовать, нужен пилот, 6 людей за турельки и 1 инженер. По-хорошему, того выходит 8 человек. В сумме он имеет 24 пушки 4-го размера, что заставляет нервничать ваших противников, ибо если свести все турели на одной цели, то мало не покажется никому, особенно мелочи. Персей. По размерам примерно как Хаммерхед, но концепция корабля вообще в другом. Если предыдущий лучше работает по мелким кораблям, то Персей выступает в роли охотника за большими кораблями из-за своих гигантских спаренных турелей, которые напоминают пушки линкоров 20 века. 4 восьмых пушки внушают уважение, потому что залп с них противник запомнит надолго. При этом они совмещены с орудиями меньшего размера, а именно по 2/3 пушки на турель, чтобы не оставаться беззащитными перед мелкими кораблями. Плюс есть автоматические турели ПРО противоракетной обороны, но и отдельная спаренная турель на 2/3 орудия. В итоге, чтобы раскрыть полностью корабль, хватит 3 членов экипажа, а в соло, увы и ах, не получится его реализовать. И напоминаю, что вся информация выходит раньше в моем телеграм-канале, и видео выходит пораньше, чем на ютубе в моем бусте. Ссылочка на все это в описании. Ну или если хотите меня поддержать, то привычные донатики также имеются. А мы возвращаемся к теме видео. Переходим к мастодонтам боевого направления. Полярис. Большой капитальный корабль. Флотский фрегат, который имеет гигантские торпеды. Имеется небольшой ангар для истребителя.
большая турель с двумя пушками 7-го размера и куча турелей под управлением игроков. И еще орава турелей противоракетной обороны, которых больше, чем на Персее, если я не ошибаюсь. Которые еще, кстати, могут стрелять по мелким кораблям. Его задача — уничтожение больших кораблей торпедами, а остальное вооружение, считай, вспомогательное, чтобы не помереть против мелких и средних кораблей. Но им еще нужно постараться пробить этот корабль. В соло играть невозможно. Пилот может только лишь управлять кораблем и пускать обычные ракеты. Идрис. Корабль с большой бабахой. Гигантское орудие 10-го размера, выжигающее всех и вся. Стоит в носу корабля и доступно под управлением пилота, что очень, между прочим, удобно. По мелочи, конечно, не попасть из него. Но зачем, когда для мелочи есть куча турелей, которые их сдуют? Он жирнее Поляриса, но это еще не все. У него есть еще сквозной ангар от кормы до носа корабля, куда можно разместить добротное количество истребителей и кораблей побольше, чтобы переносить свой мини-флот в любую точку и там уже устраивать веселье. Как корабль для соло, то с оговорками он играется только до тех пор, пока вы не суетесь в бой против группы средних и равных по размеру кораблей. Если же говорить о всех заложенных в него возможностях, то помимо управляющих для турелей, нужны еще пилоты кораблей, которые будут размещены у вас, чтобы полностью раскрыть потенциал данного корабля. И это еще не все. В игре ожидаются авианосцы и корабли еще больше по типу того же Джавелина и Бенгала. Вкратце, вы теперь понимаете, какие разные боевые корабли у нас могут быть. Переходим к следующему ключевому классу. Торговые корабли, чья задача перевозка контейнеров, и не только. В некоторых, если размер позволяет, можно возить еще наземную технику. Да, тут есть и такое. Местный УАЗ космической промышленности предложит вам мелкий дрейккаттер, местная буханка. Корабль хоть и мелкий, но имеет интерьеры с койкой, на которой можно разлогиниваться. Возможность вести на сетке 4 единицы груза, что, конечно, мало, а без учета грузовой сетки можно напихать около 8. Правда, как потом будете это разгружать, я не представляю. Какая-никакая отправная точка для торгового корабля имеется. Лухари Mercedes в виде Crusader Intrepid может похвастаться более красивым дизайном, если смотреть только сбоку, который не такой индустриальный, как у космобуханки, но грузовая сетка вмещает уже в 2 раза больше груза, а именно 8 единиц груза, и имеет уже 4-ю пушку, которую наныли всем сообществом перед релизом корабля. Его анонсировали с 3-й пушечкой, и это вызвало мощное бурление говна. Впрочем, для торговца все равно, так как вам не воевать на нем. Но бонус приятный, а это все еще мелкие корабли, напоминаю. Прыгаем на ступеньку выше, и тут уже у нас Hull-A. Этот корабль имеет довольно футуристичный, вылизанный дизайн мыльницы, но возить он уже может 64 единицы груза. При этом его вам не нужно будет грузить внутрь корабля, так как корабль раздвигается и открывает внешние точки подвеса груза. Выглядит в новинку и очень удобно. Его собрат Spirit C1 от Crusader везет также 64 единицы груза, но при этом сам груз размещен внутри корабля. У вас есть возможность таскать внутри корабля какую-никакую наземную технику, да и вооружение у него посерьезнее. А дизайн напоминает Нормандию из Mass Effect. Один из моих любимых кораблей, учитывая его характеристики по ХП, и щитам, и оружию, может встать на роль добротного универсала. При этом имеет в задней части тяговый луч для удобной погрузки груза. И, кстати, груз вы ставите на грузовую сетку, чтобы он закрепился на корабле, но никто не мешает вам его просто так накидать и устроить свалку. А влезет, между прочим, больше. И у кораблей с внешними подвесами груза такое невозможно. Argo Raft. Дизайн кораблей этой верфи прям пропитан индустриальными нотками и выглядит прекрасно. А вот груза он уже может вести 192 СЦУ. И они на внешнем подвесе. А в задней части корабля есть терминал оператора-погрузчика, который управляет тяговым лучом для удобной загрузки. И сюда
как на Spirit C1, влезают контейнеры размером 32. Грубо говоря, большие морские контейнеры из нашего мира. Хорошая рабочая лошадка, которая позволит вам сколотить стартовое состояние для движения дальше по карьерной лестнице торговца. Я думаю, объяснять не стоит то, что все рассмотренные корабли спокойно управляются в соло, даже с учетом погрузки. Просто последние можно немножко запариться грузить одному. Но это еще были условно маленькие корабли. Встречайте C2 Hercules Starlifter от Crusader. Огромная дура со сквозным местом под полезную нагрузку. Засовывайте хоть в хвост, хоть в гриву и вмещает на секундочку уже 696 единиц груза. И корабль может размещать в себе тяжелую технику. К примеру, 2 танка Нова, что делает из него еще и десантный корабль. Тут уже бы неплохо заиметь себе в команду игроков, чтобы быстрее загружать корабль. Да и на турелях кого-то надо держать, чтобы было поспокойнее. Мало ли что с вами случится по дороге. И да, вы можете открыть пандус спереди и сзади и стрелять из танка по кораблям в видимом ракурсе. Это так, к слову. Но это еще не максимум того, сколько мы можем возить. К примеру, корабль Hull C. Огромная махина сама по себе. Но, как и ее меньший собрат Hull A, раскладывается, и на его внешние подвесы вмещается уже 4608 единиц груза, что просто капец. Удачи вам это все грузить вручную, если придется. И этот корабль в разложенном виде не сядет на планетарные порты, только в космосе. Если прижмет, можно и одному полететь, но я бы брал экипаж человек 8, чтобы усадить всех на турельки, так как потерять столько груза ударит очень сильно по карману того торговца, который решил, что и так сойдет. Конечно же, есть концепты кораблей более большого размера, которые появятся дальше в игре, но пока что так. И мы переходим к следующему ключевому классу. Промышленные корабли довольно обобщенно звучит, поэтому давайте сосредоточимся на майнерах и кораблях для Сальвага. Возвращается производитель удачного решения космобуханки и представляет нам Drake Golem, миниатюрный кораблик для майнинга с грузом на 32 СЦУ. В его случае 2 канистры по 16. Для начала и попробовать майнинг сойдет, и много от него не ждите. Но визуал и дизайн данного корабля мое почтение, снимаю шляпу. И в одного на нем фармить можно спокойно. Миниатюрный корабль для разборки других кораблей от RSI. Salvation управляется в одного и позволит вам разбирать корабли на части, но тут уже немного по-другому. Из переработанных частей кораблей и их краски вы делаете груз, который храните на корабле, и тут его всего лишь 6 единиц, что мало, но на то он и маленький сальвагер. Помните те раздвигающиеся торговые корабли? Так вот, они еще выпускают майнера. Проспектор. Очень уж похож на Hull A визуально, только не раздвигается для погрузки груза, а копает вам минералы и вмещает в себя уже 32 СЦУ и совершенно спокойно используется одним пилотом. Вультура. Небольшой кораблик, который позволит вам более долго углубиться в Сальваг, нежели на Сальвейшене, так как тут уже влезает переработанных запчастей не 6, а на 12 единиц, хотя это тоже маловато. Корабль также совершенно спокойно играется в одиночку, и тима вам тут не нужна. Поднимаемся повыше, и у нас тут майнер от Арго, Молли. По сравнению с предыдущими промышленными кораблями, имеет уже приличный размер и не стыдные интерьеры с кухней. Вмещается в него 96 СЦУ груза, и тут вы можете копать как в соло, так и в команде. По бокам у вас есть еще 2 добывающих луча, которые раскладываются, в сумме 3, что позволит копать более капризные камни, нежели на предыдущих копателях. Корабль и для вас одного, и для команды. Жалко, правда, забивается быстро, и нужно летать сдавать добытое довольно часто. Хотелось бы в долгую засесть и медитативно заниматься майнингом, но это уже потом. Гигант, пришедший как будто из фильмов про чужих, что интерьером, что внешкой. Реклеймер. Огромный, мать его, переработчик кораблей. Вмещает 420 единиц, что уже дофига.
позволят вам перерабатывать много кораблей в ресурсы, но есть один нюанс. Одному это делать не очень удобно, так как пилот только управляет кораблем, да и бегать в другой конец корабля, чтобы запустить переработку добытого в готовую единицу груза, очень не близко и не быстро. Если прижмет, можно в соло. Я это делал, но, как по мне, лучше втроем. И в случае опасной боевой ситуации, те двое игроков пересядут за турели. И это не все корабли, запланированные в этой игре, которые будут доступны игрокам, конечно же. Когда-то давно у него была гигантская клешня, и предполагалось, что ей он быстро перекусывал корабли. Жаль, что и от нее отказались. От промышленности переходим к спорту. В этой игре есть даже гоночная техника, что удивило меня, когда я об этом узнал. Даже есть отдельные специальные гоночные трассы, на которых можно гоняться и соревноваться по времени прохождения круга, что круто. Но они в основном все маленькие. М50 красный и красивый, Рейзер от Мирай игровой, и Мирай Фури, который не Фури-Фури, а который Фьюри, ярость. Больших огромных гоночных кораблей, как вы понимаете, нету, но никто не мешает вам гонять на боевых кораблях, если что. Что еще удивило, так это планы по введению промышленного спорта. Так что ожидаем в игре соревнования по типу кто быстрее перевозит энное количество груза, кто быстрее разберет 10 кораблей, кто быстрее выкопает 1000 СЦУ руды, так как такое планируется разработчиками в дальнейшем, но тут уже не совсем гоночные корабли будут. Но все же спортсила, серверы, могила. И завершающий ключевой класс — геймплей, которых пока что совсем сырой, но когда-нибудь будет одним из основных. Корабли для исследований. С ними не все так просто. Вот картинка. И на данный момент у нас введены заготовки менее чем половины запланированного геймплея. Из этих введенных заготовок для исследователя есть такие миссии, как найти человека, застрявшего в пещере, откликнуться на медицинский маячок. Да, летающая скорая помощь — часть исследовательского геймплея, не спрашивайте. Миссии по охоте на животных и сбор их запчастей. И из этого выходит, что у исследователей большой запас топлива, обычно сбалансированные по скорости и расходу квантовые двигатели, и какой-никакой карго на случай, если найденное нужно перевести, у них имеется. Плюс есть такой персонаж в игре, как Викела, которому можно свозить разные найденные на планетах вещи и получить за это награду вплоть до большого корабля в ваше пользование. C8 Pisces. Маленький, симпатичненький кораблик, который покроет ваши задачи на начальных этапах исследовательского геймплея. А из-за размеров протиснется куда угодно. И у него 4 маленькие первые пушечки. Если захотите пойти подальше, то можете выбрать, к примеру, Zevs МК-2ЕС, который имеет 32 груза, и по оружию тут неплохо, 2/4 пушки и дополнительные турельки в наличии. Ну а если вы желаете по-серьезному заняться вопросом, то Энвил Карак поможет вам в этом. У него есть, помимо прочего, ангар, куда без проблем влезает тот же самый C8 Pisces. А так как это большой корабль на 456 груза, с дронами, которые пока что, правда, не работают, и большой комнатой для исследователей с голографической картой системы, которая тоже не работает. И также он будет сканировать и искать червоточины. Что до раскрытия Карака, он будет играться как задумано тогда, когда в игре будет еще больше систем, и исследовательские задания будут межзвездными. Тогда его сумасшедший запас топлива поможет выполнять их безотрывно от процесса, не залетая на заправку в каждой системе. Кстати, на борту есть комната, где можно погонять шары, пока кто-то из душа голышом бежит мимо в туалет, потому что на корабле раздельный санузел, и между унитазом и душем стоит бильярд. Пытался как мог скомпоновать корабли по классам, не вдаваясь в дебри различных разветвлений кораблей по типу кораблей-бомбардировщиков, стелс-кораблей и так далее. Не вдаваясь особо в их размеры, потому что тут у нас аж 8 размеров кораблей пока что. И это мы еще не рассматривали наземную технику. Плюс не забываем, что игра находится в альфе, и на релизе будет намного больше всего. Надеюсь, теперь вы расширили свое понимание того, какие классы кораблей у нас есть в Star Citizen. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.